Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня мы будем собирать очередную маленькую модель очередного клопика. Это модель советской самоходной артиллерийской установки Су-85. И наконец-то это советская самоходка, а не немецкая. Так что давайте приступать. А начнем мы с обзора коробочки. И на коробке изображен рукописный бокс-арт советской самоходной артиллерийской установки Су-85. И она движется где-то в поле. И интересно, что эта самоходка на базе танка Т-34, то есть у них одни гусеницы, одна ходовая часть. Также этот набор является такой составной частью большой вселенной Art of Tactic. Такая настольная игра, которая позволяет вам изобразить на игровом поле какой-нибудь сценарий настоящего боя. И в этом наборе всего 16 деталей, и сборка будет без клея. Итак, приступаем. Посмотрим на инструкцию. И на инструкции у нас всего лишь 3 шага. И есть маленькое дополнение, что если хотите, можете воспользоваться клеем. А купить модели таких мини-танков по доступной цене можно в магазине «Модельная лавка». У них оперативно появляются в продаже новые модели от фирмы «Звезда». А используя этот промокод для своей первой покупки, вы получите скидку в 500 рублей. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Для первого шага нам необходимо установить какую-то внутреннюю деталь соединительную и орудие на корпус. Значит, нам нужно соединить корпус. Это деталь А11, как на схеме. И здесь 11. Отсоединяем с помощью бокорезов от рамочки. И теперь для большей достоверности вот эти вот все оставшиеся пеньки от рамки нужно обработать, убрать с помощью надфиля. А теперь я перехожу к установке этих деталей после того, как они подготовлены. И деталь А13 мы вставляем внутрь вот этих двух отверстий, а орудие. И для сборки днища первое, что мы установим, это внутренний каркас. Соединяем до щелчка такого. И теперь к этим деталькам стыкуем половинки, боковинки. После того, как днище собрано, теперь я устанавливаю ходовую часть. Тоже на штырьки и отверстия. Сопоставляем, нажимаем. И с обратной стороны также. Так, следующий шаг – это установка верхней части. Вот в эти отверстия, вот эти два штырька. Ну вот, и устанавливаем баки. И осталась последняя деталь, это запасные траки. Они устанавливаются вперед. Сопоставляем отверстия со штырьками и нажимаем. И вот такая самоходка у меня получилась. После легкой и быстрой сборки пришло время начать такую же легкую окраску. И обратите внимание, что я просверлила тонким сверлом отверстия в стволе и на выхлопных трубах. А окрасить на этот раз я буду без грунта, акриловыми красками от Gem Scale. И использовать я буду цвета из набора цветовой модуляции для советского зеленого цвета. И вначале я покрою модель цветом 4БО тени. Это будет одновременно и затемнением, и грунтом. А потом я возьму второй цвет из набора, это базовый 4БО. А про то, какие бывают оттенки советского зеленого цвета, можно узнать из видео о сборке танка Т-70, которое вышло полгода назад. И последний штрих в нанесении базового цвета – это нанесение высветлений. На верхней части корпуса я наношу третий цвет из набора модуляции советской бронетехники. А в модели я воткнула зубочистку, и таким образом маленькой моделью очень легко оперировать во время окрасочных работ. Но после того, как основной слой краски высох, я могу начать окрашивать мелочевку. И тут ее довольно много. И задача усложняет, что многие мелкие детали отлиты заодно с корпусом, и окрасить отдельно их невозможно.
В частности, мне надо окрасить резиновые бандажи катков в траки и шансовый инструмент. И несмотря на свою не самую широкую известность, самоходка Су-85 в умелых руках могла быть очень суровым оружием. Так, например, имел место быть случай. 6 марта 1944 года командир батареи Су-85 гвардии младший лейтенант Георгий Танцоров в бою за станцию Сбараж разбил огнем из орудия паровоз немецкого бронепоезда и бронеплощадку, а также уничтожил 2 бронетранспортера. Самоходчики под командованием Танцорова захватили склад ГСМ, а во время ночной атаки 10 марта самоходка Танцорова ворвалась на южную окраину города Тернополь. Здесь его Су-85 была атакована 3 танками ПЗ-4, и, маневрируя между каменными строениями, Танцоров подбил все вражеские машины. Противник также развернул батарею 75-мм противотанковых пушек. Однако экипаж самоходки обнаружил ее в момент, когда она занимала позиции, и разбил 2 орудия. Вскоре от прямого попадания самоходка Танцорова загорелась, но экипаж не покинул машину и продолжил вести бой и погиб. А также я хочу сказать большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают выход моих видео. Вы также можете присоединиться к ним через функцию спонсорства на YouTube или же через сервис Boosty. Все ссылочки есть в описании к видео. Очень странное рыночное позиционирование таких моделей у фирмы «Звезда». По идее, они должны быть игровыми фишками в игре Art of Tactic. Но основное их применение, на мой взгляд, это микростандовый моделизм или диорамостроение. И, видимо, из Art of Tactic не получился аналог Warhammer. А это очень жаль. Но зато у нас есть возможность собрать коллекцию танков, которая уместится на небольшой полочке, или же сделать очень эпичную диораму с большим количеством участвующей техники. А теперь я приемом смывка выделю рельеф этой малютки, и тут я действую очень решительно и прямо заливаю самоходку черной смывкой. Я пытаюсь потом равномерно распределить ее по модели, а излишки я убираю кисточкой, смоченной в White Spirit. А приемом масляные точки я буду делать не эффекты воздействия погоды, а поиграюсь с оттенками, чтобы модель смотрелась чуточку выразительней. То есть плоские верхние поверхности я сделаю несколько светлее, а нижние, наоборот, темнее и немножко придам им коричневый оттенок. И в качестве завершающего этапа я методом сухая кисть выделю рельеф малышки и чуточку пожелезню траки.
И вот такая малышка у меня получилась, и она очень вполне узнаваема. И при этом, конечно, некоторые детали у нее немножко упрощены, а некоторые, наоборот, слишком утрированы, но при этом облик модели очень даже узнаваем. И надеюсь, что вам понравилась эта сборка, это видео. До новых встреч. Пока-пока.